голодный котик? Угу. Порция 6 евро. Но еда горячая, и так как дождь, мы сегодня не смогли приготовить самостоятельно еду. Поэтому сегодня так. У нас закончилась каша, мы пришли в поисках кашки. Сколько это? 2 евро, да? 2 евро. Одно из мест, где мы побывали и которое особенно хочется отметить — Lofoten Beach Camp. Несколько дней стояла штормовая погода, и мы были в поиске общественной сауны. Lofoten Beach Camp — это стильный кемпинг на берегу океана. Мы заехали сюда ради панорамной сауны и остались в восторге. Стоимость такого удовольствия — 15 евро с человека. Здесь можно попариться с видом, искупаться в море и после принять душ. Особенно приятно, когда живешь в машине без душа. Эфир из Норвегии. Лайфхак. Ага. Класс. У нас сегодня довольно экстремальные условия приготовления еды. Пришлось придумывать, как можно под дождем приготовить себе ужин. Как-то так. Все получилось. Наше утро сегодня началось не с кофе. Очень сильный ветер, мы не смогли ничего приготовить себе на завтрак, поэтому было принято решение поехать в кафе завтракать. Ждем, пока закончится ветер, и пойдем гулять. Mä näin muuten uutta, että me oltiin mökillä ja mentiin kalastamaan. Ja me saatiin joku kala, joka oli sun kokoinen. Se just mahtui veneeseen. Вау. Из-за непогоды нам пришлось поехать в ближайший город на завтрак, так как на улице находиться было невозможно. В Рейн мы нашли уютненькую кафешку, которая была полностью забита. Там мы позавтракали, выпили кофе, попробовали местную выпечку. Нам понравилось, очень было вкусно. Такой завтрак стоил 30 евро. Здесь мы пытаемся приготовить обед под дождем и с завистью смотрим на дома на колесах побольше, где можно готовить еду внутри. Нам пришлось несколько часов провести в машине, потому что лил дождь, был сильный ветер. И после того, как погода успокоилась, мы наконец-то смогли провести время на природе, отправившись на один из самых живописных маршрутов на Лофотенских островах у города Рейн. Очень рекомендуем. После хайкинга мы отправились на поиски места для ночевки под городом Рейн. Было довольно сложно найти тихое место, так как это популярная локация. В конце концов, мы нашли место тихое с чудесным видом. Очень интересно и волнительно было каждый день искать место для ночевки. Никогда не знаешь, что тебя ждет и в какой местности мы будем ночевать. К этому нужно быть готовым.
Новый день, новый хайкинг. Чего ты смеешься? Don't leave your poo in the national park. Короче, написано, что какать нельзя. Специально нужно пакетик взять, чтобы покакать. Вот так вот его сложить. Пакетики можно взять здесь, купить точнее. Но пакетики закончились. Тут какие-то остались камни. Что за красота? Что за красота? Полная. Спустились к пляжу. Некоторые люди здесь оставались на ночевку. На обед сегодня хлеб, кусочек мяса. Можно мне кусочек мяса? Холодная порция. Ням-ням. Ну как тебе сам хайк? Хорошо, хорошо, очень хорошо. Очень, конечно, живописно. Живописно. И в принципе, ну, если нет вещей, доступно. Да? По сложности не было слишком сложных подъемов, долгих. То есть всего сколько было сложных подъемов? Раз, два. Два, да. Да. На обед гречка, тунец. Все. Ну, просто получается, что у нас не так много времени на то, чтобы готовить какую-то супер классную качественную еду, и нет возможности ее хранить. В этом тоже проблема. Собираем вещи, едем на хайкинг. Сегодня мы здесь ночевали. И днем к нам пришли вот эти вот малышки. Сегодня 7-й день. Мы находимся в Норвегии. Мы уже, конечно, немножко подустали. Вот. Ну, какие-то были довольно активные дни уже. В какой-то момент у тебя уже не хватает ни эмоций, ни физических сил, потому что у нас 2 дня подряд были довольно интенсивные хайки. Вчера была вообще супер погода, солнце. Сегодня облачно, прохладно. Вот поэтому мы сегодня вчера сам организовал два урока финского на проводе. Поэтому сегодня такой полу-чил день. Отдохнуть, остановиться, сходить в душ. Гуляем. Все, мои силы, все. Дан. Уже почти уверш. Ладно. Забрались на гору. И тут тучка! Далее мы отправились исследовать небольшую живописную рыбацкую деревушку под названием Henningsvær. Это уютнейшее место с множеством кафешек и магазинчиков. Мы прогулялись по городу, пофотографировались, попробовали местные рыбные котлеты. Нам понравилось очень вкусно. А также вкуснейшую выпечку и кофе. В общем, место однозначно стоит посещения, нам понравилось.
Очень приятно на солнышке после прогулки по горам посидеть, пообедать и поехать дальше. Гора Гаюня, на которую мы сегодня не забрались. Мы только что сходили в душ первый раз за сколько? Ну, прям в полноценный душ с горячей водой. Первый раз за, 8 дней, получается, или 7 дней. Ощущения, конечно, просто не описать. Это был лучший момент. Слушай, в субботу была сауна. В субботу была сауна, ладно, хорошо. Сегодня среда. Ну, все равно мы давно не ходили в душ. Да. В общем, место супер. С прошлых мест нас выгнали, из этого места нас не выгнали, поэтому ставим 10 из 10 баллов. Ну что, мы нашли место, где мы будем ночевать. И сейчас покажем, как мы разбираем машину. Итак, как это все выглядит вообще, как мы живем в машине? У нас получается наш матрас, он лежит посередине, и он свернут в такой рулон. Рядом обычно мы туда кладем все продукты, воду, посуду. И вечером, когда мы приезжаем, соответственно, мы вытаскиваем все, что нам необходимо для приготовления еды. Остальные вещи мы переносим на передние сиденья и сдвигаем кресло. И после этого остается пространство для кровати. Вот, то есть мы просто раскрываем его, надуваем матрас, и все, кровать готова. Все остальные вещи, они находятся либо под матрасом, между креслом и креслом. Здесь есть пространство. И также здесь еще вот в ногах что-то. В принципе, все вещи влезают. А также, чтобы было комфортно спать и чтобы в машине не было внутри света, сам собственными руками сшил специальные занавески из материала. С одной стороны, он черного цвета материал, а с другой стороны он блестящий, отражающий. То есть он как бы держит, получается, температуру внутри машины. Она не нагревается или не охлаждается. Очень удобно. Без них, конечно, было бы намного сложнее спать в машине и вообще, в принципе, жить в машине. Вот эта вещь, это, конечно, просто гениально. Удобно. И, в принципе, довольно просто самостоятельно сделать под ваши размеры, под вашу машину, под размеры окон. Потому что во всех машинах окна разного размера. И мы, например, сделали, прям индивидуально под размер окон нашей машины. Также у нас есть стол, он хранится здесь. И чтобы было удобно спать в машине, мы подобрали матрас, который подходит под размер нашей машины. Мы его используем также в походах, в палатке со спальником, на нем спим. И здесь мы решили взять с собой постельное обычное белье, подушки, одеяло. Вот, и такой вот наматрасник, чтобы было помягче. Матрас надувается вот таким вот образом. Также у нас в машине есть электрический холодильник. Он работает от прикуривателя, и температуру он держит где-то в районе 10 градусов. И когда мы едем, он всегда включенный. Вот сейчас у нас машину мы не едем, но он тоже работает, видимо, от аккумулятора. Очень удобно. Особенно, когда жаркая погода, 20 литров нам вполне достаточно.
У нас сегодня гриль. Ой. Короче, сыр норвежский. Русское юсто. Норвежский. Коричневый сыр. Сыр. Очень вкусно. Так, тофе. Ужин с видом. О, да. Здесь мы уже едем обратно в сторону Финляндии и по дороге отправились на наш последний хайк в этой поездке. Нашли интересный маршрут уже ближе к Швеции и Финляндии под названием Килпотенмарка. Маршрут нам особенно понравился тем, что на нем почти не было людей, мы остались под впечатлением от видов и местности, а также по дороге встретили стадо овец. Покажи, как ты бегаешь, как горный козел. Давай. Последнюю ночь в Норвегии мы решили переночевать в отеле, так как уже хотелось вернуться в цивилизацию, постирать белье и поспать в кровати. Отель, или лучше сказать, гостевой дом, в котором мы остановились, смело можем рекомендовать. Чисто, уютно, комфортно. В стоимость входит пользование сауной и джакузи с красивейшим видом. Также есть общая кухня и парковка. Все ссылки оставим в описании. Обратно домой мы добирались на машине через Швецию и Финляндию. Такое вот путешествие.